моего сеанса — это чистое, ясное, живое сознание, убрать шумы давления, вернуть уверенность, спокойствие, возвращая все мои частицы души, контракты расторгая, программы, жучки, импланты, чужеродной энергии отдаю на аннигиляцию или в антимир. Аспекты. Первый. Посматривал аниме-мультики. В детстве их много смотрел. Сейчас я проанализировал там некоторые из них, обличил вот эту искусственность, сравнивал, чем они отличаются от живого пространства. В общем, эти обвертки, замыливания, все это обнаружил, отказываясь от фантазий, заемной Одну силы. секундочку. Извини. Угу. О, хорошо, что я ответила. Спасибо. Угу. Это вчера посудомоечную машину купила в кредит для своих этих жильцов. Угу. Сломали мне машину. Не, я думаю, что она Техника сама ломается. Может быть и так. душманская или как дешманская, такая вообще ужасная. Ага. Я извиняюсь, что тебя перебила. Ничего. В общем, то, что я в детстве читал всякую фантастику и убегал от реальности, я понял, что я чего-то боялся и не принял неправильное решение. Нужно было разобраться с реальностью, а я убегал в фэнтезийные миры. Отменяя все эти погружения в эти фэнтези и остальное, во все эти мультики, фильмы, книги. В общем, отказываясь от гипноза, программирования и остального непотребства. Второй аспект. Это не аспект. Первый – это не аспект. Это цель. Хочу от всего отказаться. А аспект где? Конкретный случай, конкретно что ты чувствовал, конкретно что-то. Вот это будет целью. То есть аспектом. Просматривал аниме-мультфильм. Ну, да, определенного этого нету. Это общее. Хорошо, пусть будет целью. Вот конкретный аспект. После этого фильма, когда я принимал душ, пошли мысли о конечности бытия. Я ощутил страх, который не смог справиться, и отодвинул эти размышления. Такое же мне бывало со мной и в подростковом, наверное, возрасте. Хочу посмотреть, что было в эфирном плане, отсоединиться от тех пространств, в которые я соединялся, отказываясь бояться, отменяя все воздействия. Следующий аспект. Поссорился с Валерией. Она хотела, чтобы я попросил тебя расследовать тему о пандемическом соглашении, которое внедряют в разных странах. Я предложил с ней полетать, она отказалась. В какой-то момент мне стало плохо, горело левое плечо и предплечье. Думаю, я что-то боялся. Предложил ей, чтобы она была инициатором этого, и попросить тебя уже, учитывая то, что это она хочет. Она от этого отказалась. Ну, дальше мы начали друг на друга нападать. Мне почему-то было плохо, и я от чего-то защищался.
После недели анализа практик дыхания я смог успокоиться и нормально обсудить с ней ситуацию. Думаю, что я чего-то боялся, не хотел принимать ее давление. Непонятно было, почему так я поступил резко, и почему она так настаивала, давила. После ссоры советовал ей подышать практиками. Она тоже отказывался. Меня это тоже огорчало. Хочу разобраться, что произошло с зажжением плеча, чего я боялся, что было на эфирном плане. Отказываюсь бояться, спокойно говорю с ней в том моменте, отменяю причины ссоры. Аспект такой появилась, когда я ее претензии читал, появилась мысль в голове, что у меня какая-то изморозь, сосуды какие-то или что-то есть в голове. Когда я появилась, я спросил себя, когда погружался в антимир. Хочу убрать эту отмороженность и вернуть живой, полноценный ум, мозги, сознание. Контракты, связанные с отморожением, я расторгаю, возвращая полноценность. И один еще сон снился, как будто я видел крокодильчика, который куда-то убегал. И рядом со мной где-то ниже был Дмитрий, как мне показалось. Я подумал, что нельзя его так оставлять. Дима мне его подкинул, этого крокодильчика, я его сверху взял так. Он хотел кусаться, я ему воткнул что-то в черепушку, со второго раза пробил и отрезал ему пасть, голову, короче. Такая ерунда. Это сон был? Да. Ну, прям Хороший сон. такой этот живчик такой был. Хотел кусануть меня, что-то даже какие-то эти порезы. Ну, я вот так причпокнул. Ну вот, в общем. Хочу, чтобы в идеале я уже не было этого давления, шума в голове, чтобы у меня ясное было сознание, я мог спокойно, не отвлекаясь на эти шумы, заниматься творчеством и жизнью. Виктория, ты в эфирном пространстве. Угу. Хорошо. Отсоединитесь от их ситуаций. Да. На счет 3 найди в эфирном пространстве мои эфирное тело. Евгений. 1, 2, 3. Странно. Ну, сначала, когда я погрузилась и увидела такого, знаешь, шахматная фигура, конь. Угу. Он был вот так, там, где правая нога, но шлейф тянулся в сектор магии. Я отсоединилась, ты сказал найти тебя, и я так полетела по такому, как туннелю черному, в сектор интерферентов. Угу. И там тоже этот символ коня, ну вот как голова коня. Ну, как шахматная фигура. Ага, я понял. А она как бы стоит сверху вот так, а там как будто бы вот одеялом кто-то лежит, накрыто и сияет, как бы черное покрывало, а здесь вот так точно так же, как у коня, вот прямо звучит по груди, и человеческое лицо сияющее, которое вот так повернуто вправо и смотрит вот в сторону интерферента, вниз. А это ты. Угу. Так, а где твое эфирное тело? А ты так вверху над этим так стоишь и тоже туда смотришь. Типа и за моим вниманием туда тоже пошел. Угу. И у тебя так интересно, вот из глаз такие сияющие, как две эти полосочки, как будто бы вот так вытащил, так, и оно вот туда потом пошли такие. Угу. Лучи. Считывается созерцание, да. Угу. Так, ну хорошо, вот это мое эфирное тело, считаю ее эфирной ДНК, я ли это? Да, это ты. Я вижу у тебя там, где правая нога, там такой крокодил.
который уцепился как будто бы за черный башмак. Ну, он вот так вот. Ты его стряхиваешь, а он вот тянется в сектор магии, а потом как-то разворачивается в сектор духов. Мгм. И вижу вот здесь что-то по-украински слышу брыныть. Брыныть – это так, ну, типа гудит, скажем так. Что-то черное, оно вот так вот вот в секторе контрактов. Мгм. Договор считывается. Так. Хорошо, Виктория. Спроси у меня разрешение потрудиться со мной для меня. Да, ты разрешаешь. Угу. С чего нам лучше начать? Ну, вот с этого коня я вижу, идет образ, вот там, где он, ну, на уровне правой ноги, как будто бы кто-то на этом коне верхом скачет, и так его Мгм. как бы ших плеткой. А мне шло, что ты дал разрешение добраться до причины гнобления. Мгм. Так, кто это там в секторе магии находится? Приказываем проявить согласно физической ДНК. Вижу такой плащ, черная борода и такой длинный колпак. Считывается магия нанесения ударов. И такие выпуклые, как шары, глаза, типа, ну, на выкат, вообще как шары отдельно. Мгм. И у него какая-то плетка в руке. Приказывай этому магу отвечать, кто он такой. Приказывай ему истину отвечать. Ну, так смешно прозвучало. Илья засранец. Мгм. Так, что это у него за плетка в руке? Что это за энергия? Сейчас я рассмотрю. Говорит, Мгм. считывается превращение чудес в магию. И тянется эта плетка, она с такими как будто бы черные, она такая светловатая, но с черными как будто бы какие-то вплетены в эту плетку, такие как косточки. И тянется Мгм. именно к тому человеку, который в секторе интерферентов, к той божественной частице души, которая там потеряна лежит. Мгм. Под покрывалом-то, которое было, да? Да, а я вот спрашиваю тебя, что ты там прячешь под этим покрывалом? И я вижу, ты сбоку вот так вот сквозь покрывало я смотрю, сквозь это черное, а вот так справа сбоку у тебя такой нарисованный, считывается колдовской круг. Это символ цельнозора. Мгм. Вот. Он какой-то разноцветный, поделен на сектора. Считывается барабан признания. Ну, это как барабан такой, вот этот телешоу было, как же Мгм. оно называется, где Поле пишут. чудес. Да-да, «Поле чудес». Вот Мгм. это. Там это считывается, что как будто бы и в какую-то ячейку туда эм, попадает это. Мгм. Так, Считывается как-то подол капуцинов. подол. Я Ага. посмотрела, что такое подол, и вдруг этот колдун, когда я на него смотрю, почему-то вот считывается Илья засранец. И он поднимает свое как бы платье, да, а Мгм. там такой черный этот, ну, пиндер тянется прямо в сектор магии. То ли от него, то ли к нему. Такая, она считывается вообще перемычка. Это как мост. Соединение. Это просто соединение, да? Мгм. Считывается магический ресурс.
Куда тянется этот мост, к чему? Там я вижу, тянется к какому-то пространству, и там такое, как будто бы огромный спрут с такими же жирными, плотными и упругими вот этими кольцами, лапами. Мгм. Сейчас я считаю, что это за пространство. Я его так прикрыла таким, как куполом, чтобы туда не проникать. Мгм. Да, я вижу, что я как будто бы в костюмчике в таком, то есть я включила свою самозащиту Отлично. и Да. беру как будто бы анализ. Оно энергетически соответствует какашкам. Вот. Буквально как, выглядит, как будто бы анализ беру Мгм. В пробирочку. в пробирочку, да. Хотя никогда этим не занималась. Вот. Теперь понятно, почему он засранец. Копается в отходах жизнедеятельности. Да, Понятно. сейчас. А это пространство, Мгм. считывается, что это пространство отходов, ресурсов души. Мгм. Уплотненная реальность, и я вижу, что она так в одном из пространств, ам, как будто бы вот так зависла и как бы держится до какого-то времени, а потом время от времени там как портал открывается, и оно так пух и падает вниз, и считывается там вот как самоуничтожение. Знаешь, есть такие Аннигиляция. приборчики, да, шпионские. У них встроена такая, ну или самолет какой-то, или что-то еще. Ну, если миссия не выполнена, ну, не может быть выполнена, тогда это что-то Самоуничтожение идет. самоуничтожается, да, чтобы не достаться, ну, допустим, там Мгм. цель какая-то. Вот это оно так и считывается, то есть идет на аннигиляцию, или как по Библии это гиена огненная, то есть это без возвращения к жизни, то есть это полная потеря жизненного ресурса. И Мгм. вообще это как бы вычеркивается, слышу, вычеркивается из бытия. Так, а что этим ресурсом еще кто-то там, получается, пользуется? Да, это этот спрут, а его как будто бы вокруг копошатся такие какие-то сущности, похоже, считываются, там есть человеческая ДНК, как будто это ведьмы какие-то, вот это все. Какой-то шабаш там, Мгм. прям бардак такой. Вокруг этого спрута они все ходят, его как будто бы по кусочкам набирают себе в тарелочки и едят, и уходят туда в портал на уничтожение. Мгм. Что это означает, Виктория? Это означает, они пользуются, я слышу, ресурсом сатаны, и это выглядит, как они берут вот этот, ну, Илья – это один из примеров. То есть на Мгм. его месте мог быть любой эзотерик, любой колдун, который пользуется силой магии, а не силой как бы заложенной первотворцом, как мы говорим, там чудеса, да? М. То есть не естественную, а эзотерическую магию. То есть как бы М, кушает там сгнившееся яблоко, например, примерно так, да? Питается вот тем. Да, Мгм, оно, сейчас я посмотрю вот твою мысль. мгм, М, Именно так. Я вижу, что вот на твоем примере, а это как бы общее для любого примера может быть, когда человек использует
чужеродную магию я слышу. То есть, Мгм. я вижу это так, что вот, например, ты вот тогда использовал этот символ, то есть здесь весь фокус в этом шарике, а, это означает определение направления, да, то есть дать добро, как говорится. И таким образом ты как бы отделяешь частицу самого себя, и получается вот эта картинка, которую я вот так визуализирую, вот так эта метафора идет, как будто бы твоя часть лежит под этим черным покрывалом, и это черное покрывало прикрывает истинное значение этого символа. То есть я только когда вот присмотрелась внутрь этого покрывала, то я его вот увидела. А покрывало это как обвертка? Что это покрывало? Просто задавай вопросы, потому что А как что только ты это? сказал Да, обвертка, у меня сразу так шух, обвертка. То есть ты меня извини. сбиваешь. Не извини, а учись просто, да? Отменяя, да, отменяя эту обвертку. Посмотри, Виктория, что это за покрывало? Мгм. Я тебя понял. Так, покрывало. Оно какое-то, как считывается мрак, темень. Так, кому принадлежит этот мрак? Это такое Мгм. толстое пространство. Это не как тоненькое покрывало, Мгм. а Кто считывается хозяин? Приказываю проявиться. Кто хозяин этого покрывала? Ты показываешь свою правую ногу с этим черным башмаком. Ну, башмак не черный, а просто вот где пальцы ног. Вот там такая какая-то штуковина, как будто бы ты пальцами ног вот в такую бульку их засунул, а за эту черную бульку а, считывается, притащился вот этот крокодил. Мгм. Магическое воздействие. А эта черная булька, я вижу, это твое решение. Ты что там рисовал этот символ? Я Ну, слышу был он ли символ? Наверное, представлял. Мгм. олицетворение себя, минутку, олицетворение себя с символом цельнозора, отказ от собственной защиты. То Мгм. есть вот эта частица твоего сознания, которая там лежит под покрывалом, это ты взамен отдал, потому что защитить человек может только сам себя. Эм, э, с- О, вот видишь, правая нога, это только я слышу, следуя конам первопричины. Мгм. Так, где эта первопричина? Сейчас я рассмотрю на карте ментальной. Ты так удивился, что я так говорю, и говоришь, как ты не видишь? Ну, я понимаю, но я хочу проверить. Так вот же оно. И показываешь на сектор первотворца. Но вот здесь, где ты показываешь, там есть такая, считывается, пелена, закрывающая, вот она закрывает первопричину бытия. И там в точке входа, где считывается в свободное пространство, там идет как перемычка такая и закручивает в такую спираль, и считывается отход от жизни, от Мгм. реальности. И вот я вижу, вот теперь мне стало все понятно. Короче, человек приходит в нашу реальность. Что-то там грохнулось. Ой, у нас гроза началась, сильно бабахнула так. Мгм. Так. Короче, да, я Мгм. знаю, что сделаю, отключу компьютер от сети. Вот я отключила. Мгм. Вот, и сейчас, одну секундочку, вытащу этот удлинитель. Мгм. Вытащила. Так, интересно. Короче,
человек приходит в жизнь полноценным, и он полноценным, если сохранит свою целостность, он никогда не умрет. М. Он просто поменяет свое бытие. Я слышу, он не увидит своей смерти. Так. Как это со мной произошло? Как это связано с этой пеленой? Вот я вижу, что вот это, я слышу, изначальное зло, вот эта штука, и вот это покрывало, и сектор магии, сектор интерферента, он учитывается, эти черные энергии, как, уже не помню только, что я сказала. Изначальное зло. Темное зло. Мгм. Изначальное зло. Так. И ты показываешь вот так ногой, то есть выбор вот этого изначального зла, в данном случае это надеяться на этот символ, то есть это идеализация этого символа, сакрализация символа. Цельнозора как раз и приводит к потере божественной части души, к потере целостности, потому что на самом деле защищает человека его внутренний кон свободы и справедливости, Мгм. а не какой-то нарисованный символ. Потому что символика, она просто для истинному ничему не нужно никаких символов. И никто на эти символы не надеется, никто не говорит, что они какую-то приносят там защиту или что-то. А вот все вот это сакрализация символов, сакрализация личности, это все автократия, это все противоположно тому, как устроен наш божественный мир. Наш божественный мир устроен как вот эта матрица жизни, как цветок, как цветки, которые вокруг и соединены друг с другом. Цветок жизни называется. Мгм. И там и в живом пространстве нет эгрегоров, а есть, я слышу, как кучность, да, то есть сообщность всех. А в этом антимире, как мы говорим, там вот эти вихри, они похожи на этот ураган, который вот так крутится. Вот это и есть эти эгрегориальные структуры, которые устроены вот по принципу антимира, по принципу, и оно проявляется на физике сакрализации, то есть сакрализации символов, человека, идеи и так дальше. То есть это все противоположно братству и равноправию и экологичности каждой божественной души. И когда ты я слышу сакрализация демона, и ты вот показываешь, как ты прячешь как это, не ты, а это тьма, то есть прячет этот символ. Мгм. И считывается отказ от божественного «я». Вот я смотрю на эту сияющую энергию, которая там, она неизменна, она не может измениться, она вот такая, просто как бы кусочек оторвался, а вместо этого вот этот колпак на ноге черный, который является как магнит, который притягивает эти демонические энергии низковибрационные. Мгм. Ты говоришь, я освободился, и показываешь, что ты отделяешься от этого. Тогда я хочу посмотреть, почему оно еще в твоем Твоё пространстве пространство. Мгм. работает. И вот это гудит, вот это какая-то платформа, это пластина, она находится вот справа. Мгм. Что это за пластина? Оно открывается, как будто бы дверца какого-то сейфа. Там открывается и считывается заморозка души. Как будто бы какая-то длинная сущность черная. Похоже, силуэт на инопланетянина вот этого с глазами.
Серое. От- Мгм. ну, оно черное, а только лицо серое, а все остальное черное. Открывает эту дверцу, достает вот как будто бы вот такой шарик. А этот шарик, он как будто бы сделан из какого-то кристалла, объемный, и внутрь там идут, он неровный, там есть кристаллическая решетка, считывается замороженная душа. И я вижу, что в этом человеке, который там лежит в секторе интерферентов, прячет этот символ, в этой части души как раз Мгм. находится вот этот шарик замороженный. Я слышу заморозка. Понял. А вот эта пластина, это то, что я получил взамен, да? Опять ты мне Да. подсказываешь. Просто спроси, что это? Что это за пластина? Так, эта пластина открывается, как дверца, а внутри я слышу собственное решение пойти на поводу. Я вижу вот этот образ, как какой-то человек сидит и скачет на этом коне. А этот конь – это кто? Считывается Люцифер. А этот человек, вот этот, который там лежит, говорит, так это же я. То есть в тот момент, когда ты согласился использовать этот символ как такой, который якобы способен защитить, ты как будто бы оседлал силу Люцифера, дьявола этого, да, для Мгм. того, чтобы она орудовала в твоем пространстве. И сейчас вдруг я увидела, как в затылочной части твоего пространства вдруг как такой вот как шлейф потянулся, а там как связка такая. Там такой звук, как будто бы по металлической пластине кто-то стучит молотком. А считывается, забил на себя. Мгм. Поддал себя на самоуничтожение. Поддал себя, поддал, то есть поддаться М. и отдать себя на уничтожение. Считывается смерть в руках Люцифера, вот этого Мгм. источника зла. Слушай, Виктория, давай посмотрим, когда я потерял эту частичку души, где это на физику ситуации. И я вижу, что ты смотришь в экран, вижу этого колдуна, он считывается Илья Засранец, Мгм. потому что я подумала, интересно, я подумала, почему он засранец, что это означает? А оно считывается, что он берет вот это, и как будто и считывается сранье, как будто бы он это высирает, извиняюсь за Мгм. выражение, эти символы, как будто бы он, знаешь, как это попу подтирать, вот он так чих, это считывается, буквально звучит, высирает. И получился такой символ. Вот. Мгм. Понятно, сделано из отходов. Да. Так, что произошло, когда я на физике смотрел этого колдуна? Я вижу, что вот этот символ, который он там это сделал, типа, Мгм. он стал таким, считывается, плащом, как куполом. Он сверху тебя покрыл. Ну, все, кто пользуется вот этими символами, они должны понимать, что это не только символ цельнозора так работает, это все символы, которым человек определяет значение. Потому что очиститься и изменить свое будущее можно только естественным путем. Оно должно исходить от божественной части, а не из Мгм. отходов. Так, на что я согласился, когда принимал этот символ и плащ? Ой, почему-то ты сейчас моргнул, подмигнул глазом. Мгм. Что это Сейчас я обозначает?
Сейчас я тебя Мгм. спрошу, что это. Считывается вселенский контракт. Разделение добра и зла. Мгм. Интересно. Так, ну давай сначала посмотрим на эту ситуацию, когда я смотрел этого колдуна, на что я согласился. Ну, ты показываешь, что ты вот согласился отдать свое божественное нутро, божественное я. Ну, я говорю так, как оно мне идет. Мгм. Да. А одеть вот этот ботинок на правую ногу, считывается стать под каблуком, или как обуздать, да, вот этого дикого коня сумасшедшего, который летит с выпученными глазами на самоуничтожение, то есть сесть на него, Мгм. использовать магическую силу, вот. А оно ж так не работает. Мгм. Понял. Так, а что это за вселенский контракт? Давай посмотрим. Сейчас я посмотрю. Я вижу, что снова появляется эта какая-то сущность, похожая на серого. Ну, это действительно серый, но он черный, только лицо серое, с глазами черными. Он считывается инструктор какой-то. И он достает вот эту какую-то частицу замороженную. Ты, по-моему, что-то говорил в аспектах о какой-то заморозке. Да, я говорил, что отмороженность убрать. А, вот эта отмороженность, вот какая-то эта Мгм. частица, оно выглядит так интересно. Вот смотри, оно выглядит как такой шар, но он не гладенький, а вот как в бриллиант, например, смотришь, а он как будто бы ограненный, да, и гранями такими вот это. А я смотрю в этот шар, и нет гладкой поверхности, а как будто бы такие соты. Мгм. И внутрь идут такие грани к центру, и считывается, что замороженная душа, замороженный контракт. Так, говори, куда Мгм. идти, что я Да. стала Мгм. вот так. Когда я подписываю этот замороженный контракт, посмотри, в каком пространстве это было, когда это было, да, на эфирном. На эфирном плане, вот когда ты принимаешь этот символ как защиту, ты буквально своей рукой берешь этот так называемый мост, да, Мгм. и вижу, что твоя рука тянется, это божественная твоя энергия тянется вот из сектора аж Первотворца, вот там далеко, далеко, высоко. Сейчас я туда пойду. Ты как Мгм. бы это испытываешь на прочность, типа вот это. И сейчас мы перемещаемся в очень высокие пространства, где я слышу такой шепот. Там очень тихо. Мгм. Я слышу контракт распознавания и как бы распознавания добра и зла. А, контракт определения личины. А личина – это вот это лицо и личинка, то есть как зернышко, которое. А ты вот там говоришь, ну да, вот, и показываешь, что вот эта замороженная душа, это тоже, это и есть как зернышко, которое прорастает. А, мы, мы, знаешь, как идет человек и сеет, Мгм. сеятель. Вот он рассевает зернышки, а они прорастают. И если зернышки в поле, подготовленную почву, то там вырастут колосочки. А если куда-то в неподходящую почву, то там ничего не вырастет или вырастет кривое что-то. Буквально я вижу, как какое-то дерево, которое все покрученное, и растет оно н- высоко где-то, как в скале.
Мгм. Вот. Так. И Что? я вижу, что контракт между твоим высшим я и считывается Люцифером и его миром. И вот вижу этого спрута с этими кольцами. Я, ну, так просто смотрю, как будто бы в такое пространство, как в портальчик такой. Таким кружочком там вижу, как оно там Мгм. поворачивается. Так. Какова суть этого контракта между высшим я и Люцифером? Я слышу дать засранцу. Он считывается как засранец, оборванец Мгм. Люциферу, и одновременно это идет сразу, и этот, и слышу гроб. И этот Илья, и этот Люцифер, и это спрут, и этот серый. Это все считывается как гроб. Мгм. Буквально вижу, да, гроб. Я подумала, прямо гвозди такие, все там стучат. Я слышу, это все. Гроб это считывается как магия смерти. То есть это весь, вот эта манипуляция, то есть это увлечение этим символом, этими эзотерическими, это считывается как магниты, люциферианская проекция мира. Ну, Мгм. это очень легко понять, когда понять, что в мире на самом деле есть, например, 2 разных типа управления государством даже, да. Мгм. Есть демократические, в основе которых заложена, например, демократия. И даже если какой-то диктатор приходит к власти в таком государстве, то конституция его быстренько вышвырнет. То есть так устроены все законы. И диктаторское государство, то есть в демократическом, там законы работают, и парламент, как бы все предусмотрено, чтобы не дать диктатору воплощать его диктаторские методы и укорениться. А в диктаторском государстве, например, вся конституция, весь парламент и все построено так, чтобы поддерживать вот эту диктатуру одного человека. Точно так же Мгм. мы только что с тобой говорили о разных методах регрессии и так дальше. То есть мир так устроен, что каждый может использовать чистые методы, светлые, как говорится, или темные. Здесь то же самое. Так, хорошо. Вернись к этому контракту. Дать Люциферу, вот этой всей системе. Ну и Что снова я дальше? вижу, да, вижу, как это именно эта замороженная часть, и она именно вот связана с этим, что я говорила тебе, вот где затылок, там это самое. Сейчас мне интересно, что это за замороженная часть. Посмотри, Сейчас я Виктория. тебя спрошу, что это такое, Мгм. считаю. Я слышу дать времени, то есть это как будто время заморозить. Дать времени, и я вижу, как расставить на свои места. А, вот почему эти шахматные фигуры пришли. Мгм. То есть это, я слышу, впутаться в игру Люцифера. Теперь понятно, вот этот идет, эта энергия и образы, как агрессор всегда заставляет впутаться в его отношения через его агрессию. То есть он не спрашивает: "Дорогие украинцы, вы хотите войну?" Нет, они в 5 часов утра внезапно нападают самолетами, танками и так дальше. Вся орда сунет, да. Точно так Мгм. же, Насилие. да, насилие, бытовое насилие. Муж не спрашивает: "Хочешь ли ты, дорогая моя жена, поддискутировать о своих изменах мне?" Мгм.
Он ее сразу обвиняет и потом даже может убить. Сам придумал, сам поверил и так далее. То есть все работает одинаково. И здесь то же самое. То есть я слышу впутаться, буквально впутаться. То есть впутаться – это запутаться в сетях антимира, так называемого. Вот. И этот антимир, он есть и во внешнем пространстве, в реальной физической реальности, в духовной реальной физической реальности, и также в отдельном каждом пространстве отдельного человека. Есть собственный свет и собственный антимир. Подобное. Потому что мы все построено по принципу большее в меньшем, меньшее в большем. Вот эта проекция, вот эта голограмма. И вот Так. когда ты разбираешь вот этот конкретный случай из своей конкретной жизни, то это одна цепочка, одна ниточка этих всех событий, и мы вытаскиваем таким образом этот глобальный контракт, который тебя и привел в конечном результате к этой ситуации. И снова вот это раз подмигнул мне. Что это значит, что подмигнул? Ты говоришь, говоришь, что мы украли у него союз. Сейчас я спрошу, какой Что союз это? и почему украли. Ты говоришь, что мы позволили себе втянуться, буквально вот так как бы впихнуться, да, втянуться в отношения. Ты говоришь с Люцифером. Зачем? Говоришь, дать свою гармонию на заморожение. И вот эта штука снова, оно звучит как время. То есть вот эта замороженная часть души, она звучит время, то есть энергия времени. И она вот такая имеет вид, как будто бы шарик, сверху вот эти, а также оно звучит как колесница и как эти как эти соты, да? 6. Да. Сектора эти. Сектора с этих, оно сверху, так? Но вглубь идет буквально как будто бы из середины идет кристаллизация. Вот. Я вижу, как будто вот отдается в сектор магии. Я слышу на испытании. Так, что это за испытание? Слышу испытание смертью. И тут разворачивается такая книга огромная. И с правой стороны она такая сияющая, считывается жизнь, а слева вот это как это покрывало, считывается смерть. Считывается мероприятие тьмы. То есть все эти мероприятия, которые предусмотрел этот Люцифер для того, чтобы затянуть, обмануть людей и затянуть их, сделать смертными. И именно эти частицы потерянной души, которые люди теряют в эзотерических практиках, в этих заблуждениях, действиях, они подсиливают, они делают бессмертными этих монстров в духовном плане и этих духовных сущностей, личностей, которые как ангелы, творцы, перестали создавать совершенные миры, а начали создавать вот эти, они, я слышу, изощренный блуд. Дефективные. Да. Так. Значит, позволили втянуться в отношения с Люцифером. Да. Зачем нам это было нужно?
Ты говоришь, что нам нужно пройти цикл испытаний, и показываешь снова эту огромную книгу, и вот это страницы, вот эти сияющие, ты их берешь, и они превращаются в такой огромный шар светящийся. И ты так берешь и говоришь, чтобы наполнить все, и так бросаешь этот шар, и он растет вот так, заполняет собой, вот эти искорки там разлетаются Мгм. и как бы заряжают, я слышу, испытание мудростью. Потому что на самом деле, вот мне это идет. На самом деле, каждый человек, который осознал свои ошибки, должен это смотреть не как на ошибки, а радоваться, что он это осознал. Да, таким Мгм. образом, тогда он сможет до конца распутать свою собственную миссию в распознавании добра и зла и помочь всему человечеству выйти на этот божественный уровень осознанности. Большая вот эта книга, она как считывается? Вот эта черная часть считывается как деформированное сознание, а вот эта сияющая, она как искра жизни. Но это одна искра, ну, слышу я искра жизни, а вижу там миллионы искорок. То есть это все люди, которые имеют, ну, каждая душа заряжена, образно говоря, или запрограммирована как бесконечный прогресс, счастье, которое увеличивается, расширяется и заряжает любое решение человека или духовной сущности вот этим процветанием, прогрессом, улучшением. Мгм. А вот эта темная часть, она считывается как тьма сознания, она растворяется под воздействием, я слышу, воли божественной искры. Мгм. Почему, вот я вижу, только подумала, почему я вижу, как забираются эти божественные искорки, и я вижу, как ты вот там, где там лежал, скидываешь это покрывало и видишь этот символ возле себя, вот так вот, как будто бы ты лежал, а это вот так под рукой это было. Мгм. И ты берешь и откручиваешь голову. А эта открученная голова, оно выглядит так, знаешь, как будто бы положил на круглый такой, этот символ цельнозора. Он похожий, сейчас я тебе скажу как будто бы это такая ткань, круглая, вырезанная. Ты положил туда вот это, и там лежит посередине вот эта замороженная часть. Ты берешь вот эту замороженную часть, а это все как медуза, это все опускается, потому что ты взял вот эту твердую часть замороженную, и берешь вот это так откручиваешь. И она распадается, эта штука, как считывается вершина айсберга, распадается, Как и лед. как лед, да. Мгм. И оттуда, с этого сектора, вылетает такая божественная энергия, как молния. Вот не зря, видишь, Мгм. Шарахнул. как шарахнуло. Это у нас вообще не предвиделось ни дождя, ничего, было чистое небо вообще с самого утра. Откуда этот гром был взялся? Ну все, его уже нету, видишь? Как Мгм. быстро началось, так быстро и закончилось. Именно тогда, когда мы прорабатывали это. Мгм. И вижу, как Так, это, знаешь, как прилетело. живая энергия вот так возвратилась из сектора магии, считывается, поселилась в сознании божественного человека, и оно, вот где сектор принятия решений, я слышу убрать колдовство. И вот эта энергия, она, это как часть тебя.
твоего сознания. Просто так наклонилась и как бы руками забирает из затылка. Я слышу причину задавливания, причину недомогания. И этот молоток, который стучал по этой плите. Да, я вижу эту ситуацию, когда ты падаешь из турника. Это с этим связано. Я передаю тебе, чтобы ты убрал свое решение, отменил, повредить себе вот этот Череп. да, Затылок. затылок. И я Отменяем. вижу, как ты отменяешь падение, ты вместо того, чтобы упасть вниз, ты падаешь так вот как бы вверх. Вот это. И вижу в секторе магии обвитая пуповина вокруг, и они тебе угрожают. Вижу, что вокруг шейки у ребенка, вокруг шеи у ребенка такой как жгут черный, и там энергии, как будто бы они ругаются с тобой, угрожают тебе. И в сердечной чакре такая, как узелочек, такой же, как ты вот это раскрутил. Что это они там мне угрожают? Я вот вижу, идет вот это последний день Помпеи картина, и я вижу, что как этот Везувий, по-моему, его, или как его зовут, этот извергался и покрыл пеленой горячий все города вокруг себя, то это как раз и есть аналогия того покрывала, которое вот было, да, оно как бы заморозило своим насилием. Насилие замораживает. Вот. И я вижу, как в этот вулкан, эта энергия, весь этот пепел возвращается обратно. Приказываем забрать их воздействие, их угрозы. Пусть применяет на них же. Карму отдаю. И я вижу, как разматывается этот жгут вокруг шеи у ребенка, и отваливается вот эта кнопка манипуляции, так называемая. Потому что все эти, как бы, чипы, импланты, о которых мы говорим, это все запутанные события, энергии вокруг нашего же решения поддаться смерти. Забирай эти решения. Я вижу, как эти палочки из турника черные, это все подстроено было, да, подсознательно. Они все уходят, и ты руки вот так. Я вижу, как ты вынимаешь полностью свою ногу из этих событий. И эта энергия вот так полилась, так интересно. То есть карма возвращается к этому Илье Засранцу. Она просто льется из сектора интерферентов, потому что всегда так есть. Вселенная божественная всегда благословляет тех, кто выполняет коны, идет по жизненному пути в гармонии с принципами справедливости нашей Вселенной. И точно так же, как наша Вселенная чистая, божественная, священная благословляет, то противоположная сторона этого – это наказать тех, кто поблизости, тех своих сторонников. То есть это так работает карма. И мы это наблюдаем, как работает это и в жизни. То есть нужно им уметь вот это наблюдать. Вот как Путин завязал вокруг себя эту мафиозную всю структуру этих олигархов, и сейчас он их казнит по одному. То есть те, кто ему помогал это все устроить, вот он их и вся система так работает. Здесь то же самое, то есть на всех уровнях все работает одинаково. Это принцип Вселенной, как вверху, так и внизу. Вот. И я вижу, как эта энергия летит, то есть карму
этот засранец получает, и я вижу, как это, я слышу, увядает его сила, и вот этот его символ, как тряпка такая, Мгм. его накрывает и утаскивает вниз. А твое все пространство, то есть оно, вот эта типа защита вся его ушла, стянулась эта тряпка, Мгм. а твое все пространство, вот энергосфера сияющая, огромная, прозрачная и увеличивается. Вот так поднимается вверх. Я передаю, и я вижу, как по этому пути через эту ногу, через пальцы утекает вот эта вся энергия из солнечного сплетения, ну, с этого энергетического столба. И разворачивается все, и этот конфликт уходит, я слышу. Мгм. Вот очищай, наполняй своей энергией все свои энергоцентры. Вот, Очищаю. очищай. Восстанавливаю все мои структуры физического тела, эфирного тела. Убираю все соединения с антимиром. Наполняюсь энергией жизни. Я вижу, как буквально карма срабатывает, и вот эта черная, ну, это как, знаешь, какой-то вот Чарли Чаплина, эти ботинки дурацкие были. Это вот эта штуковина, вот пух, полетела прямо к Илье. И все эти энергетические, он, смотри, он, почему колдуны всегда имеют проблемы со здоровьем, дети, инвалиды рождаются. Это карма так работает, потому что они энергетически привязываются к источникам зла, к детским травмам, каким-то, то есть они, вот оно, ну так, извините за выражение, к говну они, М. то есть к тому, что уходит на отходы. Они цепляются к отходам и получают отходы. Кто что ищет, тот того и найдет. Расторгай этот контракт. Расторгаю контракт с О, Люцифером. и эту серую, черно-серую эту часть книги, как же ты ее назвал? Сейчас вернусь. Иллюзия тьмы. То есть на самом деле не нужно за это держаться, нужно это воспринимать как реальность. А реальность заключается в том, что это иллюзия, а не реальность. Потому что М. реальность – это твое решение сегодня. Смотри, ты уже отменял эти решения, и это истина, это реальность, это факт. И оно должно так срабатывать. Но они не уходят, они держатся, ищут зацепки. И с одной стороны это плохо, потому что провоцирует человека на какие-то негативные Конфликты. события, вот Мгм. конфликты, а с другой стороны все имеет и позитивную сторону, не только негативную. Ты вытащил этот момент наружу и отрубил ему голову. Ты был, на самом деле ты это сделал еще во сне, когда Мгм. открутил голову крокодилу. Вот, а этот сеанс – это как уже э, Подтверждение. подтверждение, это как суд. Я буквально это вижу, да. Есть досудебное разбирательство, то есть мы думаем, мозг думает, мы анализируем, делаем выводы, меняем решения, взаимодействуем с подсознанием. Да? И вот сеанс регрессии – это суд, вынес уже вердикт. Ты чист, ты свободен, все. Мгм. Отлично, Виктория. Все чужеродное, все свои события, связанные с этим контрактом, я очищаю, все чужеродные энергии я отправляю на аннигиляцию, полностью очищаю мою книгу жизни от этих взаимодействий. Происходят просто чудеса. Очень много, наверное, миллионы этих божественных частиц, энергии. Они просто радуются. Я тебя слышу, как по-английски звучит лах, да, лахают, да, смеются. То есть радость такая, что все Мгм. просто все ликует, можно сказать, да, все Мгм. пространство ликует. Потому что есть прецедент. Ты научился это делать,
ну, это в каждом человеке одинаково работает. То есть в данном моменте мы с тобой работаем, потому говорю о тебе, да. То Да. есть ты научился чему-то, ты разобрал, развязал какой-то узел кармический и положил начало. То есть как бы открыл дверцу для того, чтобы и другие пошли по этому пути. Это как тропинка. Идешь, поле, никто не проходит, все роса. Тут раз кто-то прошел. На следующий день видно несколько колосочков там, например, изогнутых. Но видно, кто-то как будто бы прошел. Снова человек пошел, а потом уже смотришь, и дорога. Вот это так и работает. То есть принцип Мгм. прецедента. Хорошо, Виктория. Очищаем пространство, поднимаемся вверх. Да, очищай твое пространство. Я вот этот имплант вижу. Приказывай, он вот так тянется сквозь твое лицо, сквозь это пространство, в сектор магии эти энергии. Приказываем этому Люциферу, этому Приказываю засранцу Илье и всем засранцам, этим всем магам, убирать. колдунам, Да. приказываем убирать ихними руками все их воздействия, импланты, подключки, пусть применяют на них же. Я вижу, как это все уходит, как пластина такая энергетическая черная, и буквально срезает, я вижу голову этому Илье, а он считывается вот это как отморозок. Мгм. Вот. Пусть принимает карма, всю его ответственность за все его действия. Он буквально падает, как будто бы в какой-то, знаешь, как в портал Мгм. бултыхается. Приказывая ему забирать все воздействие, всю его ложь, всю его магию, всю его тьму, пусть забирает с ним туда, куда уходит, в Мгм. портал. Все его символы, все его вот эти духов, этих энергий пусть забирает. Я вижу, как ты как ангел белый с крыльями поднимаешься вверх Мгм. и говоришь со мной так, как будто бы секретничаешь. Говоришь, что мы разъятрили душу дьяволу. М. Я спросила, ну, смотрим его. Ты говоришь, что забрали свет Мгм. для восполнения. То есть мы вот это разъятрили, мы не просто копаемся в глубинах сатаны, что запрещено, да, а мы делаем это правильную работу. То есть есть аспект, есть желание, и это как раз по конам Вселенной. И поэтому мы как открыли, разъятрили, забрали, закрыли, как говорится, живите как хотите, но подальше от нас. Мгм. То есть позволяем таким образом экологичности проявляться, и экологично будет оставить этих людей с их выбором. То есть они выбрали, точно так же, как Люцифер сделал выбор уйти от конов жизни и перенаправить все его творение на уничтожение и на хаос. Это его выбор. То есть Мгм. не помогать ему избавиться от этого, точно так же, как человеку, которому мы хотим добра, то мы его оставляем с его выбором, и таким образом он почувствует как бы разницу. Ну, как М. много алкоголиков осознают, что они алкоголики, как, например, директор. Ну, в моей жизни был такой случай, был такой клиент, который очнулся вдруг не в той сауне, где он с девками жене изменял и своими друзьями там, а в ветрезвителе директор, да. То есть вот это до него доперло, как говорится. И он начал изменять свою жизнь, он к нам пришел, я ему выписывала, ну, он брал эти препараты, он у меня Мгм. диагностику делал и все такое.
Так, ну хорошо, Виктория. Ну вот я При- смотрю на Мгм, тебя. да. Энергосфера правильной формы. Выталкивай, то есть возобновляй свой ресурс, выталкивай все чужеродное. То есть тебе нужно взять смелость, заявить о себе как о Творце, быть тем, кем ты есть на самом деле, не спрашивая ни у кого разрешения. Мгм. Хорошо, становлюсь тем, кто я есть на самом деле. Все чужеродное я выталкиваю из моего пространства, заявляя себе, что я есть тот, кто я есть, Творец, Сын Первого Творца жизни. Оно так мне идет, становление творцов. Мы сейчас на пути становления творцов. Мгм. Так не бывает, что пришел какой-то совершенный творец, который никогда не был в этих темных пространствах, у него нет опыта, и он чему-то там нас научит. Нет, мы пошли сюда для того, чтобы этот опыт получить. Для того мы специально с этими пришли в этот мир, чтобы получить этот опыт, и должны себя благодарить за все те несчастья, которые мы испытали, да, потому что и убирая смерть, как страх смерти, потому что смерти нет. Мне что-то звучало сейчас, вспомнила, но я не озвучила это. Как то ли фикция смерти, то ли что-то еще. То есть смерти на самом Иллюзия деле... смерти. иллюзия смерти, да, вот, да. Мгм. Выбираю все эти иллюзии смерти. Я живой и не подчиняюсь всем негативным программам антимира. Мгм. Молодец. Очищаем. Очищаем пространство, поднимаемся вверх Передавая информацию в в общее всеобщее поле пространство Земли, да, и и, Вселенной. и по роду, в родовое древо передаю информацию. Валерии передаю информацию, мой опыт. Мгм. Хорошо. Посмотри сейчас, Виктория, как я выгляжу. Ну, твоя энергосфера огромная, ты как ангел с белыми перышками, Мгм. то есть все отлично. Энергосфера правильной формы, этой всей чепухи, оно таки считывается чепуха. А почему чепуха это все? Потому что это иллюзии, этого нет. То есть только сегодня, только сейчас, этот момент, эта секунда. Все остальное – это иллюзия. Мгм. И именно вот эти колдуны, они работают в этих иллюзиях. Они заставляют человека придавать значение тому, чего уже нет. Да, то есть тех травм родительских, этого всего, ничего нет. То есть, мы переходим, мы вырабатываем опыт, когда никто уже, никакой колдун не сможет цепляться за то, чего нет. Это и Мгм. есть позиция Творца, то есть вот эта разморозка этого времени. Вот, Да. до меня М. дошло, что это за шарик был. Мы размораживаем время, и как бы я буквально вижу, как будто бы по локти отрубываются руки этим колдунам, которые цепляются за несуществующее. Ну, время было заморожено, поэтому они с ним пытались что-то Да, там навязать. вот почему у нас у этих двух клиенток не получалось вот год, 2 года назад разморозить их время. Мгм. Не буду называть их имена, очень много для них работали, да. Ну вот. Первый проход совершен. Да, они совершили первый Да, прорыв, потому да. что они задали как бы запрос. От Мгм. них пошел запрос. Люди, другие души это услышали, начали пробиваться те, ну, кто и прорвался первый, пробился тот, кто был более готов. А потом я это вижу, как подтягивает, то есть подает руки, я уже это сделал. Но это как все вышли на старт и побежали.
И прибежал кто-то один, а он достиг или как бы прошел этот путь, а потом Помогает. руку протягивает и говорит: вот идите, я вот этот путь уже сделал. Мгм. Отлично, Виктория, хорошо. Мгм. Тогда очищаем общее пространство, подконтрольное пространство очищаю, Мгм. наполняю светом. Спроси, Виктория, у меня все ли мы сделали для меня на этом сеансе? Да. Хорошо. Благодарю тебя, благодарю Высшее. Мгм. Прощаемся со мной. Да. Оценяйся, Виктория, от всех ситуаций. Мгм. Поднимайся вверх и проверь твое личное пространство. У меня все супер. Даже я заметила, что у меня вот так здесь, отсюда, и идут такие, как волна вокруг расходится. Вот так вот. Огромная. Я посмотрела, а она такая огромная, что наша планета Земля вот где-то там такая маленькая, как точечка. Мгм. Я посмотрела что-то, я слышу совершенство бытия. То есть мы работаем над совершенствованием бытия, и поэтому вот так, да, так я и слышу, что мы растем. Мгм. Жизнь развивается. Да, вот так развивается жизнь. Естественным путем, заложенным первотворцом. Мгм. Хорошо. Хорошо, Виктория. Наполняйся энергиями любви, жизни, гармонии, света. Мгм. Я посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно.